Глава 188. Селянь тут же громко закричал, а совершенно не ожидавший ничего подобного Фэн Синь едва не подпрыгнул. «В чем дело? Что случилось?» Селянь, бледный как мертвец, забормотал, тыча пальцем в зеркало, он. Фэн Синь долго смотрел в то же зеркало, но в итоге повернулся к принцу с озадаченным видом и спросил, что с тобой. Селянь перепугался до ужаса, крепко вцепился в Фэн Синя и, наконец, смог выдавить: «У меня. У меня. На лице. Ты разве не видишь? У меня на лице». Фэн Синь внимательно вгляделся в лицо принца и вздохнул. Селянь никак не мог понять, почему тот не реагирует, но тут Фэн Синь сказал: «Ваше Высочество, ты только сейчас заметил, что поранил лицо». Селянь будто свалился в холодную полынью. Почему? Как такое может быть? Почему Фэн Синь такое говорит? Неужели Фэн Синь, неужели он не видит этой маски, которая смотрит на Селяня из зеркала? У Селяня снова вырвалось: «Ты что, не видишь? Что у меня на лице?» Фэн Синь озадачился: «Что у тебя на лице? Что ты имеешь в виду?» «Я ничего не вижу». Селянь вновь повернулся к зеркалу. «Не может быть». Но на этот раз маска в отражении исчезла, на принца смотрело лишь его собственное лицо, перепуганное и растерянное. Щеки покрыты синяками, выражение совершенно подавленное, вид плачевный, словно у слуги, которого только что избил хозяин. Селянь невольно остолбенел, осторожно дотронулся до лица и подумал: неужели это я? «Ваше Высочество, ты заговорил с ним, Фэн Синь. Наверное, слишком устал. Или этот паршивец настолько тебя рассердил? Послушай совета, не ходи никуда, пока как следует не отдохнешь». Селянь, с огромным трудом придя в себя, увидел, что Фэн Синь уже собрался выйти за порог, прихватив лук и табурет. «Нет». Я второпях позвал принц. Фэн Синь толкнул дверь и обернулся. Что слова вертелись на языке, но Селянь заставил себя проглотить их. Потому что в его сознании возникла весьма неприятная мысль: их жизнь и без того полна всяческих невзгод, а если рассказать Фэн Синю, что, возможно, безликий Бай вернулся и вновь преследует их, неизвестно, каким ударом подобная новость для него. Демон в белом в душе Фэн Синя оставил мрачную тень, едва ли светлее, чем в душе принца. Как он поступит? А вдруг решит покинуть Селяня, так же, как Му Цин? Покуда принца одолевали спутанные мысли, Фэн Синь ушел. Селяня привел в чувство стук закрывающейся двери. Пришлось вернуться в постель, накрыться с головой одеялом и постараться уснуть. И вдруг принц учуял странный запах. Он приподнялся на кровати, подумав, что эта государыня опять готовит еду, а может, крыса подохла где-то в углу. Однако, осмотрев комнату, Селянь обнаружил, что источником запаха является он сам. Тогда он и вспомнил, что уже много дней не менял одежд и не мылся. Конечно, будет вонять. Селянь задержал дыхание, едва справляясь с приступом отвращения к самому себе. Он со стыдом подумал, что родители и Фэн Синь наверняка тоже чувствовали эту вонь, но ничего ему не говорили. Осторожно выглянув за дверь и убедившись, что снаружи никого, принц поискал для себя чистую одежду и решил согреть воды, чтобы помыться. После всех злоключений он, наконец, смог попариться в бочке с горячей водой. Принц погрузился в воду с головой, задержал дыхание и вынырнул, только когда уже начал понемногу терять сознание, затем изо всех сил протер руками лицо. Как следует отмывшись с ног до головы, Селянь потянулся за одеждой, небрежно встряхнул ее и собрался надеть, и вдруг заметил что-то не то. Это ведь вовсе не его привычное одеяние, а белоснежный погребальный халат с широкими рукавами, который носит безликий Бай. В тот момент принцу показалось, что горячая вода в бочке стала ледяной, по телу пробежали мурашки ужаса, и он закричал, что есть сил: «Кто? Кто это подстроил? Кто поменял его одеяние, пока он не видел?» Селянь, весь мокрый, выпрыгнул из бочки и с грохотом опрокинул ее на пол, затопив при этом комнату. Его крики напугали даже государя и государыню в соседней комнате. Заглянув в комнату,
они увидели лежащего на мокром полу Селяня. От испуга женщина отпустила мужа, которого поддерживала под руку, и кинулась к сыну, прижимая того к себе. «Мой сын, что с тобой случилось?» Селянь вскинул голову, встряхнув распущенными мокрыми волосами, и схватился за государыню, бормоча: «Матушка, здесь демон, демон! Он преследует меня! Он неотступно следует за мной!» Сейчас принц всем своим видом напоминал сумасшедшего. Государыня не выдержала, сжимая сына в объятиях, разрыдалась от боли за него. Государь же, глядя на Селяня, так и застыл. Ему еще не было 50, но сейчас он походил на старика, разменявшего 6-й десяток. Селянь содрогнулся, как от зимнего холода, и указал в сторону со словами: «Одежда. Посмотрите на мою одежду». Однако, бросив еще взгляд, он не увидел того, чего ожидал. Какой же это погребальный халат? Это ведь его белые монашеские одежды. Охваченный гневом, Селянь ударил кулаком по бочке и заорал: «Что тебе от меня нужно? Ты решил играть со мной?» С трудом сдержав рыдание, государыня, не отпуская принца из объятий, заговорила: «Мой сын, не сердись, сначала оденься, оденься. Только не простудись». В тот день Фэн Синь вернулся поздно, как всегда. Только сегодня он выглядел еще более утомленным, чем обычно. Селянь прождал его целый день и теперь торопливо заговорил: «Фэн Синь, я хочу сказать тебе нечто очень важное». Безликий Бай был тварью настолько жуткой, что даже если принц заранее предупредит Фэн Синя не волноваться, а потом поведает правду, все предупреждения окажутся бесполезны. Но все же, поразмыслив как следует, Селянь решил: нельзя скрывать такое от Фэн Синя, нужно ему все рассказать. Однако Фэн Синь, к неожиданности принца, не сразу спросил, в чем дело, вместо этого ответил: «Как раз кстати, я тоже хочу тебе кое-что сказать». Селянь подумал, что появление безликого Бая — все эфикс, такие события более серьезные, поэтому о нем лучше поговорить в последнюю очередь. Он сел за стол и спросил: «Сначала ты». «Что случилось?» Поколебавшись, Фэн Синь произнес: «Нет, лучше все-таки ваше высочество первый». Селянь не имел никакого желания отказываться из вежливости от предоставленного слова, поэтому прошептал: «Фэн Синь, тебе следует проявлять крайнюю осторожность». Безликий Бай вернулся. Фэн Синь немедленно изменился в лице. Безликий Бай вернулся. «С чего ты это взял? Ты его видел?» «Да. Я его видел». Но постой», Фэн Синь побледнел. «Как ты мог его увидеть? И почему, увидев его, ты до сих пор цел и невредим?» Селянь закрыл лицо руками. «Я и сам не знаю. Но он не только не убил меня, а еще, подобно ласковому родителю, прижал к себе и погладил по голове, после чего попросил перейти на его сторону». Фэн Синь дослушал рассказ Селяня об этой странной встрече, и потрясение постепенно отступило с его лица, ему на смену пришло непонимание. Что же он, в конце концов, задумал? Наверняка ничего хорошего, к тому же он, кажется, все время меня преследует. В общем, будь осторожен. И помоги мне предупредить родителей, но так, чтобы не напугать их. Хорошо. Несколько дней я побуду с вами. Риса, что принес тот паршивец, должно хватить на некоторое время. Неловко вышло, что уж говорить. Муцин, уходя, все-таки оставил мешки, что принес им. И хотя Селянь тогда немного потерял над собой контроль, бросил рис в Муцина со словами, что ничего им от него не нужно, все же, успокоившись, принц с понурым видом собрал все до последней рисинки. Селянь вздохнул и покивал, затем спросил: «Верно, ты ведь тоже что-то хотел мне сказать?» Но теперь Фэн Синь вновь запнулся и лишь спустя некоторое время колебаний, с трудом подбирая слова и хватаясь рукой за волосы, произнес: «Вообще-то, ваше высочество, не осталось ли у тебя еще немного денег? Или каких-нибудь вещей, чтобы можно было их заложить?» Селянь не ожидал, что в такой момент Фэн Синь задаст ему настолько дурацкий вопрос. Озадаченно ахнул он. «Почему ты заговорил об этом, Фэн Синь?»
оставив в стороне стеснение, добавил: «Да так, просто, если что-то есть, не могли ты одолжить мне?» Селянь с горячью усмехнулся. «Считаешь, у меня еще могло что-то остаться?» Фэн Синь вздохнул. «И то верно». Селянь, подумав, спросил: «Ведь я же подарил тебе золотой пояс». Фэн Синь пробормотал: «Не хватает». «Еще не хватает очень много», Селянь не на шутку удивился. «Фэн Синь, что у тебя стряслось? Как может на что-то не хватить целого золотого пояса? Ты что, подрался с кем-то, и теперь тот человек требует компенсации? Можешь мне рассказать?» Но Фэн Синь тут же вернулся из своих мыслей и торопливо заверил: «Нет. Не волнуйся обо мне, я просто спросил». Принц пытался расспросить, но Фэн Синь все повторял, что переживать не стоит. И тогда Селянь, по-прежнему волнуясь, произнес: «Если у тебя что-то случилось, ты непременно должен мне рассказать. И мы вместе что-нибудь придумаем». «Не беспокойся обо мне», — снова ответил Фэн Синь. «Если только думать, но ничего не делать, это не поможет. Ваше Высочество, лучше сначала разберись со своей бедой», стоило ему напомнить, и сердце Селяня вновь ухнуло вниз. Как он и предполагал, следующие несколько дней тварь денно и ночно преследовала его. Селянь повсюду, даже в самых неожиданных местах, видел маску скорби и радости. А то и белую фигуру, которая то появлялась, то исчезала. Иногда у изголовья кровати глубокой ночью, иногда в отражении воды, иногда на пороге резко отворившейся двери. А иногда даже за спиной Фэн Синя. Казалось, безликий Бай развлекается, пугая принца, притом специально подстраивает все так, чтобы только один Селянь мог его видеть. Каждый раз, когда тот, не в силах бороться со страхом, указывал на него и кричал, остальные, выбегая на помощь или оборачиваясь, ничего не видели, демон уже исчезал. Принц пугался каждого шороха и в душе искренне желал поймать тварь и разорвать на куски, но не мог ухватить даже тени своего преследователя. От такой жизни Селянь путал день с ночью и валился с ног от усталости, физической и моральной. Однажды он проснулся среди ночи и почувствовал невыносимую жажду. Вспомнив, что целый день до этого ни капли не пил, принц поднялся с кровати, чтобы выйти и налить себе воды, но услышал за дверью голоса и увидел приглушенный свет. Селянь испугался, спрятался возле двери и подумал, кто там. Если это мои родители или Фэн Синь, то зачем им прятаться в ночи? Сердце его заколотилось как бешеное. Но, к его удивлению, оказалось, что в ночи прятались именно его родители и Фэн Синь. Последний заговорил, понизив голос до шепота: «Его Высочество уснул». Государыня также тихо ответила: «Уснул». Государь добавил: «Уснул наконец. Завтра не буди его слишком рано, пусть поспит подольше». Эта фраза заставила сердце Селяня болезненно сжаться, а потом он услышал государыню: «Ох! Если так пойдет дальше, когда же наш сын наконец поправится?» На сей раз ее слова показались Селяню странными. Тем временем Фэн Синь прошептал: «Он просто очень устал за последние месяцы, вот и результат. Слишком много всего произошло. Придется мне просить Ваше Величество присматривать за ним. Если Его Высочество поведет себя как-то странно, немедленно сообщите об этом мне. Но старайтесь, чтобы он ничего не заметил. И еще не стоит в разговоре с ним упоминать ничего такого, что может его взволновать». Селянь слушал их, прячась за дверью, при этом сознание его опустело, а в голову ударила кровь. Что это значит? Что все это значит? В душе его раздался неудержимый крик: «Я не сошел с ума. Я не лгу. Я говорю правду». Селянь толкнул дверь рукой, от стука все трое в комнате испуганно повернулись к нему. Фэн Синь поднялся со словами: «Ваше Высочество». «Почему ты не спишь?» Селянь без предисловий перешел к главному: «Ты мне не веришь?» Фэн Синь на миг застыл, затем ответил: «Конечно, верю». «Ты и что в таком случае означают твои слова?» Перебил Селянь. «Что все, что я вижу, лишь галлюцинация. Что я все это выдумал?» Государь и государыня хотели было вставить слово, но Селянь не дал: «Молчите. Вы не понимаете, нет?» Воскликнул Фэн Синь.
«Я верю тебе, ваше высочество, но ведь то, что ты в последнее время очень устал, тоже правда». Селянь смотрел на него, не говоря ни слова. И только где-то в душе принца завывал холодный ветер. Он верил. В общем и целом Фэн Синь все-таки ему верил. По крайней мере, на 3/4. Но не полностью. Все-таки Селянь в последние дни вел себя как настоящий сумасшедший. И любой сторонний наблюдатель сказал бы наверняка, что он безумен. Как он мог требовать от кого-то доверия своим словам, но так не должно было быть. Раньше Фэн Синь поверил бы ему безоговорочно. И теперь даже 1/4 сомнений принцу было невероятно трудно стерпеть, в сердце Селяня поднялись гнев и обида. Неизвестно на кого, на безликого Бая, на Фэн Синя, на всех остальных людей или же на себя самого. Ни слова не сказав, он развернулся и вышел из дома. «Ваше высочество, куда ты?» Фэн Синь догнал его. Селянь, с трудом сохраняя спокойствие, ответил: «Не твое дело. Не ходи за мной. Иди в дом». «Да стой же, куда ты пойдешь? Я с тобой». Селянь, приняв решение, припустил во весь опор. По скорости Фэн Синь не мог с ним сравниться и вскоре отстал, только все продолжал звать принца. Государь и государыня тоже вышли из дома, они кричали, звали сына, но Селянь не слушал, бежал все быстрее и быстрее. Он должен был первым нанести удар, и если безликий Бай хотел убить Селяня, или его родителей, или Фэн Синя, он мог бы сделать это с закрытыми глазами, легче легкого. Но тот никого не трогал, а просто играл с принцем, будто с игрушкой. А потом наблюдал и смеялся. Селянь ветром летел вперед и кричал в ночную темноту: «Выкатывайся! Ты — монстр из помойной ямы! Выкатывайся сейчас же и покажись мне!» Безликий Бай явился за ним, вне всяких сомнений. Поэтому принц был уверен, что тот наверняка покажется. Однако, когда его скудный запас проклятий и ругательств иссяк, Селянь не услышал ни холодного смешка, который обычно звучал из какого-нибудь неожиданного темного угла, не увидел ни призрачной тени, которая появилась бы за спиной и положила ледяную ладонь ему на голову. Пробежав несколько ли, принц истратил, наконец, все силы и остановился, уперев ладони в колени и склонившись в попытке отдышаться. Его грудь наполнял привкус железа. Потом он резко выпрямился и продолжил идти вперед, на этот раз тихо говоря: «Ты так и будешь со мной играть. Прекрасно, давай, растягивай удовольствие». Он долго шел по пустынной местности, среди какого-то леса в горах, покуда кругом не сгустился туман. Вокруг царила непроглядная тьма, старые деревья протягивали ввысь свои ветви, подобно острым клыкам и когтям, они словно тоже давили на принца, приглашая шагнуть туда, откуда не будет возврата. Селянь понимал, что ничего хорошего впереди не ждет, но неизбежность подгоняла его. К тому же необходимо было принять, наконец, решение, рано или поздно это должно случиться. Поэтому принц продолжал идти с помрачневшим, но уверенным видом. И вдруг в белом тумане перед ним возникло нечто сверкающее тусклыми огнями, подобное светящейся стене. Селянь никогда не встречал ничего похожего. Он нахмурился и остановился. А стена вдруг начала медленно перемещаться в его сторону. Селянь насторожился, сломил ветку дерева и сжал в руке, приняв боевую стойку. Но когда стена оказалась в 2 джанах от него, принц удивленно обнаружил, что это не стена вовсе, а бесчисленные призрачные огоньки. Но их было так много, что издали они походили на огненную стену или огромную сеть. Огоньки выглядели жутковато, однако не собирались атаковать, а только молча парили перед селянем, не давая продвигаться дальше. Принц попытался отогнать их, но те вновь меняли направление и оказывались перед ним. В то же время селянь услышал множество голосов, которые говорили: «Не ходи. Не ходи туда. Впереди нечто плохое. Вернись, не вздумай идти вперед». Голоса накатывали приглушенной, шумной волной, отчего по спине пробегал холодок. Селянь, окруженный этими огоньками, заметил, что среди них летает один, отличающийся от других. Особенно яркий и особенно молчаливый.
У призрачных огоньков не было глаз, но когда принц посмотрел на этот, он как будто ощутил на себе обжигающий взгляд. Как видно, это был самый сильный среди всех этих огоньков. А остальные лишь следовали за ним и подчинялись.